Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений. Период, начиная от солнечного затмения, которое будет 14 октября и закончится 28 октября лунным затмением. Как изменится моя жизнь? Или какие события произойдут? Или перед каким, может быть, выбором я окажусь, или что для меня будет наиболее активно проигрываться. Вот такие вопросы давайте зададим картам. Период между затмениями мы словно будем находиться между узлом прошлого и узлом будущего. Вселенная может учить нас жить по каким-то своим правилам, и самое главное, мы не должны бояться своих желаний. Это будет важно. И если мы говорим, что коридор этих затмений может активизировать вопросы, которые будут где-то на оси отношения, финансы, то тогда вопросы, каким образом ко мне приходят деньги, каким образом я могу заработать деньги, или отношения, к чему идут наши отношения. И 14 октября солнечное затмение в весах может обнажить ту ситуацию, которая у вас уже где-то складывалась с апреля 2023 года. Что-то, может быть, уже весной вас не устраивало. И последующий период с апреля по октябрь мог каких-то событий добавить, которые вас словно подводят к какому-то итогу. Вы можете признать, что чувства прошли кому-то. Или со стороны партнера что-то было, может быть, деструктивно, или что-то вас не устраивало, может быть, как поведение. Может быть, захочется отойти от какого-то тяжелого бремени или от какой-то, ситуации, которая вас, абсолютно и не нравится, и не вдохновляет, и, вам как будто хочется в другую сторону. И построить захочется отдельную жизнь, вот как-то начать с чистого листа. В эти даты это может быть кульминацией итогов наших представлениях вообще об отношениях. И как жить дальше? Как быть дальше? Как зарабатывать деньги? Или, правда, как мы будем развивать наши отношения? Работать над улучшением, да? Или надо признать, что кризис – это уже просто финальная точка. Вот здесь каждый решает сам. Это как проверка на прочность. Но надо сказать, что у нас как Юпитер, так и Уран будет в ретроградности до конца года, до 31 декабря. И поэтому, если мы примем любое из решений, такое, знаете, однозначное, мы не будем где-то избавлены от сомнений. Если мы скажем «да», мы будем думать все равно где-то потом, а может, надо было сказать «нет», и где-то наоборот. Видимо, не заканчивается только вот этим коридором затмением какие-то вопросы для нас. Почему и рекомендации идут такие, что ты не торопись. Потому что то, что ты примешь как решение, оно может, и самое главное, когда мы его еще и вынесем как вердикт, оно может быть воспринято окончательно бесповоротно с точкой другим партнером, и нам тогда какую-то ситуацию словно не вернуть назад. Поэтому не торопитесь. Вот давайте мы узнаем. Сначала мы достанем карту. Я уже приготовила колоду. Первая карта, как вот ось мы словно проводим, да, между затмениями. Первое у нас идет 14 октября, солнечное затмение. Что оно может символизировать, или какие сферы жизни активироваться могут, или что для нас будет наиболее важным. И лунное затмение 28 октября. Важное событие вот в этот период, или чем мы будем заниматься, что будет в центре нашего внимания. И дальше мы по некоторым сферам нашей жизни пройдемся. Первое – неожиданности, с которыми мы можем столкнуться в этот период, или что-то приходит, чего мы не ожидали. Что нас в отношениях ждет? Финансовая история наша, как видят карты. Что нам будет помогать в этот период? И совет от карты, или а что дальше? Вот как видят карты. Итак, солнечное затмение или энергия возможностей. Самое главное, не от чего-то и не отказаться от какого-то предложения, увидеть, может быть, как вот этот жезл, который рука нам сквозь облака просто откуда ни возьмись предлагает. Тут ведь, знаете, мы никогда не знаем, в какой момент нас ожидает тот или иной плюс, или чему нужно уделить внимание. Это может быть и ваш внутренний инсайт. Может быть, вы услышите какую-то новость и поймете, что «а почему я до сих пор не попробовала себя в этом деле?» или «не попробовал? Почему я в этом направлении
ну, всегда мечтал или мечтала, но как-то не развивался. Может быть, это как наше важное решение, чем я хочу заниматься, в каком направлении трудиться, работать, что для меня сейчас вообще в приоритете. Вот что-то важное, но это проигрывается как какая-то возможность для вас, мои дорогие близнецы. И тут самое главное — не упустить что-то. Тогда что у нас по лунному затмению? Любовь, мои дорогие. Вот у вас, правда, может быть, как и работа где-то, но есть еще определенные отношения. Может быть, встреча с человеком или ваша какая-то семейная уже история или история в паре. А для тех, кто один или одна, запросто какое-то новое знакомство может быть. Ну, понятно, что мы должны, если мы хотим действительно с кем-то познакомиться, ну, нужно быть как минимум открытому миру, как-то выйти навстречу судьбе. Это точно. Вот давайте мы узнаем, так что же между? Важное событие. Окончание чего-то мы сами можем подводить такой итог или очень хотеть, или, может быть, нам кто-то озвучит свое желание, как будто какая-то история закончилась. Но вы знаете, у вас самое главное от солнечного затмения до лунного есть ведь, как и любовь, как какая-то возможность. И, видимо, если мы говорим про отношения, у вас будет возможность, что означает вот эта карта, перевести отношения на новый уровень. Или рассмотреть как будто, насколько мы ценны друг другу с партнером. Причем, если мы решаем что-то продолжать, продолжать придется в каком-то другом ключе. Но мы можем прийти к выводу, что я ставлю точку. У кого-то проиграется, пусть это по работе. Особенно та работа, где, знаете, может быть, сложное было общение с коллегами или с руководителем. Что-то все время было, ну, какое-то недовольство. Мы тоже, словно, ну, вот как на одну чашу весов мы положим какие-то свои возможности, а на другую чашу мы положим, вот как по двойке кубков, нашу дипломатию. И подумаем, будем ли мы готовы к тому, чтобы использовать нашу дипломатию и какую-то не ухудшить ситуацию или дать какой-то, ну, как последний шанс, может быть, для себя в первую очередь, чтобы определиться, буду ли я в дальнейшем продолжать работать именно в этой специальности, в этой компании, в этой организации, с этим руководством. Тут вот так тоже может быть. Двойка, понятно, кубков говорит нам о любви, но если мы применяем к другим сферам жизни, то это возможность договориться. Вот, видимо, есть решение, и вот оно двояко. Можно повернуть в ту сторону, куда вам захочется. Давайте мы узнаем неожиданности. Не могу сказать, что тут неожиданности, хотя иногда по этой карте мы можем совершить какой-то промах. Он не будет каким-то глобальным, вот как ошибка какая-то очень важная в нашей жизни, но как будто отступиться вполне вероятно можем. А вообще, помимо неожиданностей по карте Луна, как раз нам и говорят, да ничего не понятно. Вот, наверное, это основное значение, когда сложно что-то запланировать на последующий период. И поэтому нам карта говорит, раз словно сумерки, вот есть какая-то темнота, неопределенность. Для тебя сейчас не тормошить, не ускорять события все-таки самая правильная стратегия, ну, наверное, и тактика. Давайте в отношениях мы посмотрим. И отношения с финансами тоже могут так проигрываться. Пятерка пентаклей, не крупная карта, она говорит, что вам захочется как-то раз и навсегда, первое, разобраться с финансовой своей ситуацией, вполне вероятно, так чтобы не было уже каких-то ну, моментов, которые внезапно нас в какой-то минус подвергают. Или нам захочется стабильности в этом где-то направлении, где более работа прибыльная, или где больше надежности, да, обещаниям каким-то, как работодателя, например, что вовремя будут выплачены те самые деньги, ведь у кого-то и такая ситуация. То есть хочется, в принципе, стабильности, ну еще и по этой карте если как раз про отношения, это эмоциональный холод. Это когда мы с кем-то не договорились, когда, ну, не прочувствовали мы какого-то диалога или общности души. Это действительно, когда мы что-то хотим поставить точку. Вот есть такое.
Значит, я могу сказать, мои дорогие близнецы, по крайней мере, будет желание разобраться окончательно с какой-то историей вашей, может быть, да, которая касается отношений, любых. Либо ось личная жизнь, либо где-то работа, занятость, социум, родственники, как угодно. И по финансам тоже надоело как будто неопределенность. Но давайте мы спросим. Финансы, тем не менее. Знаете, может быть так, что не случайно у нас туз жезлов выпадает. Может быть, какое-то предложение для вас проиграется где-то в районе начала месяца или ваше собственное решение, когда вы как раз и видите новые формы заработка. Или это вы придете к выводу, что я теперь буду заниматься вот именно этим. Больше стабильности, больше понимания, больше какого-то прогнозируемого, может быть, дохода. И одновременно это мне бы хотелось этим заниматься. По финансам вам выпадает карта заслуженного успеха. Для кого-то из вас может как раз означать работа удаленно или работа, связанная с переездами или с поездками какими-то, может быть и так, с командировками. Или это могут быть какая-то история, когда мы ведь все же смотрим на финансы, когда вам придется куда-то отправиться, чтобы решить какой-то финансовый вопрос. Но в целом нам как раз говорят про успех, как будто мы отплываем от прежнего берега, условно говоря, поставляем, правда, перемены, как какие-то прежние варианты заработка. Или тут ведь может быть такая история будет, когда не вами инициируется какая-то ситуация, а когда, предположим, на вашей работе, по месту вашей службы происходят какие-то перемены, меняется начальство, например, руководители, новые платы труда или новый какой-то график, вот что-то такое меняется, и вы понимаете, что нет, вот теперь мне это подходит. Потому что есть элемент обновления. Значит, где-то по финансам, ну, вы можете вообще кардинально изменить ситуацию на будущий период. Нам не говорят, что деньги к нам буквально придут. Мы на это не смотрим. Мы больше смотрим, каковы перспективы. И тут как раз карта заслуженного успеха на перспективу, на будущее нам и говорит о какой-то правильной стратегии, которую мы можем принять именно за период октября. Что будет помогать? Знаете, когда мы не торопимся, это точно куда-то. Когда мы действуем только в двух случаях. Для того, чтобы что-то не упустить для нас ценного, и когда нам приходится себя защищать. Все, других вариантов нет. Нам лишь говорят, нам помогает, когда мы контролируем ситуацию, когда нас не застать врасплох. И тут применимо к любой сфере жизни, пожалуй. Давайте мы узнаем совет от карт, что будет дальше. А на этом все не заканчивается. Вот, наверное, как я сказала, еще будут перемены до конца декабря, это точно. И по карте колесницы это какая-то ваша поездка. Вы можете принять решение, что я поеду куда-то и решу какие-то вопросы на местности. У кого-то это может быть и личной жизни тоже касается. И вы придете к выводу, чтобы мне, для того, чтобы расставить какие-то точки и с чем-то определиться, что я буду делать дальше, или какова стратегия моей жизни. Мне надо куда-то съездить, решить какие-то вопросы. Но по карте колесницы это карта еще и успеха, и удачи, и то, что мы провожаем прошлое, встречаем будущее. Это происходит старший аркан. Нам будет, наверное, помогать, когда не застреваем мы, правда, в прошлом, в том плане, что даже если приняли какое-то решение о том, что, допустим, отношения, мы сказали, да, вот был недостаток взаимопонимания, но мы, тем не менее, продолжаем отношения, правда, мы здесь ничего не рвем, но тогда это должно быть в каком-то новом ключе. Значит, какая-то прежняя история, она словно должна быть забыта навсегда. И если вы хотите, вот вы лично, близнецы, хотите сохранить как и отношения, как и работу, вам тогда придется, или финансовый какой-то источник дохода, вам тогда придется действовать как-то по-новому. Потому что по 13-му старшему аркану, в принципе, в каком-то том же ключе уже не может быть. Мы не получим какого-то ощутимого итога, или мы не останемся довольным. Перемены сами по себе. У вас сейчас происходит трансформация, причем та, которая так или иначе ведет вас к успеху или к получению как и новой какой-то прибыли, к новым возможностям, к новому качеству жизни или к переезду достаточно далеко. И для кого-то
Так тоже может быть. Главное, не противиться переменам, но и не педалировать ситуацию. Помним, да, что нам будет помогать, когда мы действуем только в двух случаях, чтобы чего-то не упустить или себя защитить. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.